Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Все же здесь меня больше поражает абсолютное спокойствие Тэхёна. Девятое место. Медвежонок просто не может стоять спокойно рядом с Чангуком и не касаться его. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Ревность Чангука. Как флирт и кокетство Тэхёна влияет на других людей». И как Чангук справляется с этой стороной Тэхёна. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. 8 место. Совпадение или нет? Просто дружеское напоминание о том, что Чангук был единственным участником, который носил голубую одежду, когда сказал «все голубое принадлежит Тэхёну». Седьмое место. Очередная трогательная привычка Чангука. Как он лапкой стучит, чтобы на него обратили внимание, такой невинный и искренний во всем, что связано с Тэхёном. Шестое место. Поведение пары. Я умираю от этой разницы. Чангук боксирует один и с Тэхёном. Рядом с Тэхёном Чангук не может не быть влюбленным парнем. Главное, что оба довольны. Пятое место. Рука Чангука всегда протянута для Тэхёна. Четвертое место. Забота. Обожаю этот момент. Когда Чангук, вроде бы играючи, показывает свою заботу о Тэхёне, который не может есть острое.
Третье место. Новости. Dreamers, саундтрек к чемпионату мира по футболу FIFA 2022, превысил 100 миллионов просмотров на YouTube в 2025 году, что делает его самым просматриваемым музыкальным клипом мужского кей-поп исполнителя в этом году. Чангук и Тэхён — это один и тот же человек, только с разными именами, сказал нам Джун. Тэхён и Google Trend – 10 лучших поп-звезд по всему миру, родившихся в 1990-х годах. Тэхён достиг мировой популярности как исполнитель, которого чаще всего ищут в Google Топ-10 среди поп-звезд по всему миру. Google Trends – один из объективных популярных индикаторов для поп-звезд. Что касается звезд, попавших в топ-10, то Тэхён – единственный участник группы, который является сольным исполнителем и пользуется популярностью во всем мире. Тэхён, который привлек к себе внимание всего мира во время своей военной службы, находится в центре внимания благодаря своим визуальным образом, характерным для кей-поп, своей привлекательной внешности, глубокому и эмоциональному вокалу, своим способностям певца и автора песен, а также вниманию мира моды кэтбой. Буква V стоит на первом месте в Google больше, чем буква алфавитной V. Заняв 4-е место после Дрейка, Эминема и Джастина Бибера, канал статистического анализа Raygraph Comparisons причислил его к числу самых известных людей в мире, родившихся в 1995 году. Тэхён входит в число азиатских звезд Википедии и Instagram, входит в рейтинг топ-5 веб-сайтов по всему миру, все отрасли, включая Google. Хотите поднять температуру вашего тела до несовместимых с жизнью градусов? Смотрите и плавьтесь. Космополитан Корея развивает новую общественную деятельность среди молодых артистов, чтобы они могли реализовать свои мечты, занимаясь своими хобби. Они использовали в качестве фона Winter Ahead и написали о том, что у Тэхёна есть любимое увлечение — фотография. Ничего серьезно, это просто Тэхёне, который говорит фанатам, что держится с нами за руки. Готов стать для вас плечом, чтобы поплакать. Чангук может все. Такой сильный. У него действительно хорошие навыки. Я удивлен. На самом деле у Чангука есть потенциал стать профессиональным боксером, если бы он сосредоточился только на тренировках. Я лично пригласил его потренироваться со мной. Легендарный дзюдоист и японский боец ММА Чу Сон Хун рассказала о Чангуке. Эта стрижка – абсолютная милота. Весточка об Юнги. Эль Капитксн оставил комментарий к сообщению о Юнги. Фанат написал: «Спасибо, что вы рядом с Юнги». Эль Капитксн ответил: «Я должен быть там, конечно».
Вес Чан и Чон – южнокорейский певец, автор песен и продюсер компании Hype, бывший участник группы History. Как продюсер он выступает под псевдонимом Эль Капитксн и также является основателем продюсерской группы Vendes. С Юнги их связывает многолетняя дружба. В этой части выступления Чангук использует язык жестов «твоя боль, моя боль». Когда я это понял, я поклялся себе, что не доберусь до солнца на крыльях Икара, которые ты мне дал, но я доберусь до тебя. Примерно так выглядит галерея в телефоне у Тэхёна и Чангука. То, как Тэхён беспокоится о Чангуке. В аэропорту Кимпхо до сих пор размещена реклама Тэхёна для Visit Seoul Edition 2023. Видимо, настолько она полюбилась, что не стали ее заменять. С 20 августа 2024 почетным послом по туризму Сеула является вернувшийся из армии Джин. Все канонические моменты Тэйкук. Сегодня 8 лет, как Чангук закончил среднюю школу искусств Соупа. Чангук сказал: «Сейчас я присутствую на выпускной церемонии в своей школьной форме. Я действительно ощущаю, что закончил школу. Кажется, что церемония поступления была всего несколько дней назад. Я искренне благодарю всех учителей, кто помогал и направлял меня в течение этих 3 лет. Сейчас я ощущаю себя взрослым человеком. Я буду более ответственным и покажу себя с лучшей стороны в будущем». Также известно, что он получил награду за особые достижения на церемонии Соупа. Эта награда была отдана не как айдолу международного масштаба, а за его способности усердно трудиться, как ученика школы. Эта награда не только для того, чтобы похвалить ее получателей, она также имеет и другое значение. Награжденные ею доказали собой, что они образцовые примеры выпускника Соупа. Ну а Тэхён пришел с цветочками для Чангука на церемонии, а после мило кормил его. Просто напоминаю, что Чангук – главный фанбой Железного Человека. Вопрос: если бы ты состоял в романтических отношениях, как бы ты прикасался к своему любимому человеку? Ответ Тэхёна: я бы держал его за талию.
Одна из особенностей Тэхёна в том, что он может подружиться с кем угодно. Давайте будем честны, они все просто добровольно сдаются под его взглядом. Чангук стал первым сольным исполнителем K-pop, который провел 600 дней в чарте Spotify Global Top Artists, что является огромным рекордом. Чангук бьет рекорды на Spotify даже во время службы в армии. Он пробыл в чарте Global Top Artists 600 дней, что стало рекордом для крупнейшей в мире платформы потокового вещания. Чангук установил этот рекорд, став первым сольным певцом K-pop, который оставался в чарте Global Top Artist в течение 600 дней. Чангук впервые начал свою сольную карьеру в июле 2023 года, и несмотря на то, что в декабре того же года он поступил на военную службу, продолжал подниматься в чарте, доказывая свою глобальную популярность и сильное присутствие в качестве сольного исполнителя. Ранее сольный сингл Чангука «Seven» стал самой быстрой песней в истории Spotify, набравшей 100 миллионов, 900 миллионов, 1 миллиард потоков, без фильтрации, за самый короткий период времени, а также самой быстрой и первой азиатской песней, набравшей 2 миллиарда прослушиваний. У него также есть 3 сольные песни «Seven», «3D» и «Standing Next to You», которые достигли номер 1 в Daily Top Songs Global, одном из главных чартов Spotify. С песней «Seven» он стал первым азиатским певцом, который удерживал первое место в чарте Daily Top Songs Global в течение 71 дня, а в чарте Weekly Top Songs Global в течение 9 недель, что стало самым продолжительным периодом для певца-мужчины во всем мире в 2023 году. Песня «Seven» стала 11-й по популярности песней 2020-х годов на Spotify, доказав, что она является глобальным мегахитом. Первый сольный альбом Чангука «Golden» вошел в историю как первый сольный альбом азиатского исполнителя, превысивший 5 миллиардов потоков на Spotify. На данный момент Чангук набрал 8 миллиардов потоков, став самым быстрым кей-поп-певцом и первым кей-поп сольным артистом, которому удалось это сделать, причем все заслуги принадлежат его личному аккаунту на Spotify. На их взаимоотношения можно любоваться вечно. Так тепло, уютно и комфортно. Любовь — это готовить вместе. Чангук в любом образе и амплуа не подражаем, не правда ли? Напоминаю классику, где Чангук палится пакетом с дорогим вином, а после Тэхён дропает фотку с текстом. Я зашел в фотоальбом, но не могу вспомнить, зачем сделал это фото. Ложь, он знает зачем и никогда ничего не делает просто так. На фото то вино, что купил Чангук. А потом они на эфире говорят: «Ах, мы всю ночь вдвоем не спали». Простите, а что еще более очевидное вы можете показать? У кого появился фетиш на тату вместе с татуировками Чангука?
Тот самый момент, когда в детстве нашел ножницы и решил сделать себе модную челочку, но внезапно получился горшок. А так, он тут такой милашный ребеночек, что возникает желание потискать его за щечки. У них у обоих чувствуются вайбы ретро-стиля. Пожалуйста, кто-нибудь скажите ему, что когда он так делает, кто-то в мире ловит микроинфаркт, например, я. Такой красивый и активный Чангук. Хасок вернется с сольным камбэком в марте. Бигит написали, точную дату объявим позже. Хасок готовится к сольному камбэку в следующем месяце. 6 февраля представитель агентства сообщил изданию Mail Business Star Today. Хасок готовится к выпуску новой песни в марте. Точная дата камбэка будет объявлена позже. Этот релиз станет его первым альбомом после завершения службы в армии в октябре прошлого года. Хасок начал свою сольную карьеру в июле 2022 года с выпуском первого полноформатного альбома «Jack in the Box». Затем, в марте 2023 года, перед призывом в армию, он представил сингл-альбом «On the Street». Уже во время службы он также выпустил специальный альбом «Hope on the Street. Часть 1». С каждым сольным релизом он раскрывал свой музыкальный стиль вне рамок BTS. Теперь, после возвращения, поклонники с нетерпением ждут, каким будет его новое звучание. Кроме того, с 28 февраля по 2 марта Хасок проведет сольный концерт в Ксподоум, Олимпийский парк, Сеул, и начнет свой первый мировой тур «Hope on the Stage». Ким Тэхён с банданой – самый красивый парень на свете. «11 лет назад Чангук на фан-кафе. Для всей нашей армии я Чангук. Надеюсь, в новом году вы получите много удачи и везения. Вы съели много вкусных новогодних лакомств. Мы тоже все собрались, чтобы вкусно поесть, и усердно работаем вместе. Вы хорошо проводите время, собравшись вместе со своей семьей и родственниками. Я также позвонил своей семье и родственникам, и они сказали, что они хорошо проводят время. И вот, через 4 часа заканчивается первый день Нового года. За эти 4 часа побалуйте себя всеми новогодними вкусностями, которые только сможете раздобыть, например, играми и так далее. И приятных вам новогодних каникул! Только Тэхён может заставить Чангука так сильно смеяться.
Эйб Корея в Инстаграме – это рай. Новая фотокнига «Вериф» наконец-то вышла. Она содержит моменты путешествий Тэхёна по Парижу в качестве посла Селин и состоит из колоссальных 113 страниц в открыточном стиле. Недавно несколько международных СМИ, включая Technosport, Shining Awards и NBA Magazine, назвали его самым красивым мужчиной в мире. В частности, журнал NBA Magazine отметил, что красота Ви вдохновляет людей по всему миру. Тэхён, ты хочешь одежду ему поправить или все же его полапать? Все мы помним, что 12 лет назад Чангук ездил на стажировку в Лос-Анджелес, чтобы потренироваться в танцах. Чангук опубликовал свой первый блог. «Привет, это Чангук. Я нервничаю, потому что впервые веду блог. Я хотел показать вам фотографии, которые я сделал, когда мы ездили в Штаты в июле-августе прошлого года на обучение танцам». Оглядываясь назад, сейчас на этих фотографиях я понимаю, насколько я был молод. Думаю, сейчас я выгляжу лучше, чем на этих фотографиях. Это когда я сел на самолет, направлявшийся в Штаты. Это мой первый длительный перелет. Чтобы стать лучшим танцующим Чангуком, я около месяца тренировался в Лос-Анджелесе. Это фото, которое я сделал после того, как вышел из самолета. Я выгляжу уставшим. Это был первый раз, когда я летал на самолете. Думаю, я пробыл на нем около 12 часов. По дороге в общежитие пейзаж был настолько хорош, что мы остановили машину и сфотографировались. Я думаю, что мы взяли около 3 уроков танцев, но они оказались не такими трудными, как я думал. Но на втором уроке у меня начался психический срыв. Я не мог понять, что они говорили. Это был гораздо более сложный уровень, чем первый урок. По утрам мы ходили в ближайший корейский ресторан и завтракали, прежде чем отправиться на урок. Благодаря корейской еде я не тосковал по дому. По выходным у нас не было уроков, поэтому мы играли на пляже. Мы были голодны и пошли в ресторан, но владельцы были корейцами. Сначала они подумали, что я иностранец, поэтому говорили по-английски, но сын владельца узнал, что мы корейцы. Нам даже бесплатно дали напиток слева. Спасибо. В тот день было так жарко, что мы чуть не умерли во время еды. Мы пошли в художественный музей, чтобы посмотреть выставку, но на лестнице никого не было, поэтому я сфотографировался, надев потрясающие кроссовки. Я выгляжу просто потрясающе. Это тот музей, о котором я говорил вчера. Это первая фотография, которую я сделал по прибытии. Выставку стоило посмотреть. Мы взяли много уроков, и нам приходилось часто переодеваться, поэтому мы ходили в прачечную примерно 2 раза в неделю. Честно говоря, это немного раздражало. За день до того, как мы вернулись в Корею, я впервые съел лобстера в соседнем ресторане морепродуктов. Но поскольку я из Пусана, я думаю, что королевские крабы лучшие. Я купил этот скейтборд в Америке и впервые начал на нем кататься. Мой учитель сделал это фото, когда я катался перед тренировочным залом. Я выгляжу глупо. Я самый большой новичок в скейтбординге. Это стиль жизнедвижения. Здесь я брал уроки. Я пришел на уроки слишком рано, поэтому еще никто не пришел. Это была учеба Чон Чангука за рубежом, танцевальная подготовка в Америке. Я вернусь. Когда это будет? Пока. Второе место. Это так интимно. Внимательно следим за взглядом Тэхёна, то с какими искрами он смотрит на Чангука, на его. Так тяжело оторвать взгляд. Чангук когда, всегда или 50 оттенков фотографию своего бойфренда.
Первое место. Не могу оторвать взгляд. Они такие счастливые. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.